Куда улетают птицы? Освоив воздушную среду, птицы приобрели очень большие преимущества по сравнению с другими животными. Способность к полету дала возможность птицам совершать перемещения на огромные расстояния, недоступные другим обитателям планеты. Для многих видов птиц сезонные миграции, а именно так ученые называют смену мест обитания 2 раза в год, оказались удачным приспособлением, позволившим постоянно иметь доступ к богатым пищевым ресурсам. Ученые считают, что перелеты птиц начались несколько миллиардов лет назад под влиянием чередования сезонов. Перелеты совершаются и в северном, и в южном полушарии. Некоторые птицы, обитающие в тропиках, также совершают сезонные миграции, но только с запада на восток и обратно. Они улетают из районов, подвергающихся сезонной засухе или ливневым дождям. Пернатые, выводящие птенцов в северных областях и территориях с умеренным климатом, приспособились использовать для гнездования наиболее благоприятный теплый период года. Их стремление весной к родным местам, как правило, связано с проявлением инстинкта размножения. Осенью перелетные птицы улетают в теплые страны, где проводят зиму. Собравшись в стаи, они летят за тысячи километров, останавливаясь по пути покормиться и отдохнуть. Большинство из них летит днем, но есть и такие, которые предпочитают ночные перелеты. Первыми улетают на зимовку соловьи, ласточки и стрижи. Еще в конце лета, несмотря на теплые дни и обилие пищи, они покидают родные места и устремляются в Африку или на юг азиатского континента. Утки, гуси и лебеди улетают от нас поздней осенью, когда начинают замерзать водоемы и становится невозможно добывать корм. Чтобы сохранить перелетных птиц, необходимо тщательное исследование направлений, времени и мест отдыха и других особенностей их миграции. С этой целью используются различные методы наблюдений. Наряду с традиционным кольцеванием птиц все более широкое распространение приобретают современные технологии – радары, спутниковые системы и компьютерные коммуникации. Чемпионом среди сезонных миграций по дальности среди птиц оказалась полярная крачка. Это небольшая белая птица с красным клювом и черной шапочкой, гнездится на крайнем севере Америки, Евразии и на арктических островах. Осенью она улетает на юг, при этом снова стремится к суровым полярным районам, но уже другого полюса планеты – Антарктиды. У некоторых из них путь миграции в одном направлении превышает 20 тысяч километров. За год, таким образом, маленькие путешественницы преодолевают расстояние, превышающее окружность Земли по экватору. Удивительно, но в отличие от других птиц, полярные крачки вообще стараются избегать районов с теплым климатом. При перелетах они даже меняют маршрут, чтобы лететь над холодными водами, где в изобилии водятся мелкие рыбы и рачки, составляющие основу их питания.